Ассаламу алейкум, достларем, всем большой привет. И у нас к вечеру сегодня есть интересные новости. Выплаты ветеранам в России оказались в 2-3 раза меньше, чем в Узбекистане. Честно говоря, очень рад за то, что Узбекистан ценит своих ветеранов. Еще в Узбекистане создадут авиакомпанию, которая будет продавать билеты по очень низким ценам. Да, и друзья, и в конце видео послушаем выступление Абдулла Арипова на Евразийском экономическом союзе. Что он говорил, какие шаги Узбекистан будет делать при вступлении в Евразийский экономический союз. Очень интересная речь, она была у нас, получается, 30 апреля, несколько дней тому назад. Друзья, официальная доставка из Российской Федерации в Узбекистан Cargo 3 семерки ждет вас. Сборно-разборный груз можно доставить из Москвы в любой город Узбекистана очень быстро и надежно. Вы получаете договор и знаете, что точно доедет ваш груз. Все, что нужно сделать, позвонить по данному номеру телефона, и уже в ближайшее время ваш груз приедет в родной Узбекистан. Звоните прямо сейчас, номер телефона вы видите на экране. Узбекистан просто молодцы. Выплаты ветеранам ко Дню Победы в России оказались намного меньше, чем в Узбекистане. Как сообщает российская газета со ссылкой на данные Пенсионного фонда, в России примерно 33 тысячи ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Это ориентировочно $133. Напомним, что в 2021 году в Узбекистане участники войны, инвалиды Второй мировой войны, получат выплаты единовременного денежного вознаграждения в размере 12 миллионов сомов, что составляет $1100. То есть получается в 10 раз примерно узбекские ветераны получат больше, чем российские ветераны. И на самом деле это радует, что Узбекистан гордится своими ветеранами и делает такие им хорошие жесты, действительно отмечает их достоинство, что они защищали свою родину. Российские власти не первый раз выплачивают ветеранам гораздо меньше, чем соседи по СНГ. В прошлые годы Молдавия платила ветеранам ко Дню Победы в 4 раза больше, чем Россия, сообщается в информации СМИ. Ну, в любом случае, порадуемся за наших узбекских ветеранов. Они достойны таких сумм, $1100, и можно даже было и больше. Но хотя бы так, не по 130, как в других странах. Вторая новость, друзья, Узбекистан создает авиакомпанию с низкими ценами на авиабилеты. Посмотрим, что будет. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому авиакомпания Узбекистан Airways до конца 2022 года создаст в своем составе бюджетную авиакомпанию с названием Low Cost. В соответствии с дорожной картой, утвержденной президентом, 4 самолета Airbus 320 будут переоборудованы в эконом-класс. То есть, я так понимаю, уберут вообще бизнес-класс полностью, увеличат количество посадочных мест в экономе, и поэтому стоимость билета снизится. Очень хорошая на самом деле новость, друзья. Хочется, чтобы уже мы летали по более дешевым ценам, но при этом, конечно, безопасность оставалась на уровне. Как пишут здесь, это у нас будут самолеты Airbus 320, и скорее всего все будет там нормально. Дождемся, конечно, вот этих всех вещей, которые происходят сейчас. Но переходим к третьей новости. Сейчас послушаем, что сказал Абдулла Арипов. Это у нас премьер-министр Узбекистана несколько дней назад на выступлении на саммите Евразийского экономического союза. Мы настроены на углубление и наращивание взаимовыгодных торгово-экономических отношений со всеми участниками Евразийского экономического союза. Сегодня в Узбекистане действует свыше 3000 предприятий с участием капитала стран-членов Евразийского экономического союза. Успешно реализуются совместные проекты во многих отраслях экономики. У нас складывается конструктивный диалог с Евразийской экономической комиссией. Представитель Узбекистана в комиссии активно участвует в регулярных заседаниях коллегии. Примером нашего вовлечения в деятельность Евразийского экономического союза может служить проведение 5 апреля текущего года в Ташкенте 3-го заседания Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза. Решением президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, наша страна подала заявку на вступление в Евразийский экономический союз в качестве государства-наблюдателя.
и наша заявка была одобрена государственными членами ЕАЭС. Статус государства-наблюдателя позволяет нам объективно и всесторонне изучать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе, открывать для себя новые возможности для более тесного сотрудничества. За относительно короткое время в статусе наблюдателя совместно с Евразийской экономической комиссией разработан меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Республики Узбекистан, а также план совместных мероприятий на 2021-2023 годы. Следующим шагом в этом направлении будет создание совместной рабочей группы по созданию вышеназванных документов. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность председателю коллегии Евразийской экономической комиссии, уважаемому Михаилу Владимировичу Мясниковичу, за содействие и в оперативном рассмотрении данных вопросов. Наше взаимодействие с ЕАЭС основано в поиске новых перспективных направлений дальнейшего развития тесного и взаимовыгодного сотрудничества. Для нас важно укрепление связей между деловыми сообществами ЕАЭС и Республики Узбекистан. Мы видим широкие возможности развития кооперационных связей с созданием производственных цепочек добавленной стоимости на основе передового опыта и инновационных подходов, которые позволят повысить конкурентоспособность наших экономик и продвигать продукцию на рынке третьих стран. Географические расположения Узбекистана в евразийском пространстве открывает широкие возможности и перспективы для взаимодействия в сфере транспорта и транзита наших стран. В этой связи совместная реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство железнодорожных магистралей Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар и Узбекистан, Кыргызстан, Китай, безусловно, станет новым драйвером для увеличения торговых потоков на евразийском пространстве. Мы также заинтересованы в упрощении процедур при транспортировке товаров по полному использованию огромного транзитного потенциала региона Центральной Азии. Уважаемые коллеги, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения еще раз доказали актуальность ускорения цифровизации, позволяющей обеспечить рост национальных экономик, модернизировать отрасли и развивать социальную сферу. Мы заинтересованы в подключении Узбекистана к внедряемым в рамках ЕАЭС цифровым платформам, о которых говорил сегодня уважаемый Михаил Владимирович, а также совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики. Узбекистан также готов участвовать в проектах по внедрению сквозных технологий совместно со странами Евразийского экономического союза. Уважаемые участники, мы твердо нацелены продолжать плодотворное сотрудничество со странами Евразийским экономическим союзом. Подписание сегодня меморандума о взаимодействии между правительством Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссией, а также плана совместных мероприятий, безусловно, будет способствовать укреплению взаимовыгодного партнерства, динамичного развития экономик и роста благосостояния народов наших стран.